Всем привет! Сегодня приготовим меню на целый день. Первым приготовим быстрый завтрак на сковороде. Он сытный и очень вкусный. Приготовление несложное. Сначала подготовим все ингредиенты. 50 грамм колбасы нарезаем кубиками. Также можно использовать вареную колбасу, сосиски или готовое мясо. – 30 грамм сыра трем на мелкой терке. Нарезаем пучок зеленого лука. Вместо него можно использовать белый репчатый лук или любую зелень, например, укроп или петрушку. Один небольшой помидор нарезаем кубиками. Готовим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Добавляем 3 столовых ложки сметаны. Ее можно заменить кефиром или йогуртом. Добавляем примерно третью часть чайной ложки соли. Все перемешиваем до однородности. Сюда же насыпаем 4 столовых ложки муки, пол чайной ложки разрыхлителя, 1 чайную ложку сладкой молотой паприки и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. В готовое тесто добавляем тертый сыр, нарезанную колбасу, зеленый лук и помидор. Все перемешиваем. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем приготовленное тесто. Равномерно распределяем его по всей сковороде. Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне примерно 10-15 минут. Когда блюдо уже практически готово и поджарилось с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Накрываем крышкой и готовим еще 2-3 минуты на маленьком огне. Готовое блюдо снимаем со сковороды и подаем на стол. Завтрак получился очень вкусным, ароматным и сытным. Он универсальный, так как в него можно добавить все, что есть в холодильнике. Неизменным остается только приготовление теста. Обязательно приготовьте такой завтрак, порадуйте себя и своих близких. На обед приготовим суп с томатами. Он очень вкусный, сытный и просто готовится. Сначала варим бульон. Берем полкилограмма ребрышек и разрезаем их на более мелкие кусочки. Я взяла свиные ребрышки, но можно взять и любые другие. Нарезанные ребрышки кладем в 4-литровую кастрюлю. Сюда же в кастрюлю наливаем примерно 2,5 литра воды. Все ставим на огонь. После закипания воды варим ребрышки примерно 30-40 минут. Пока готовится бульон, подготовим остальные ингредиенты. Берем 3 крупных помидора и делаем крестообразный надрез. Помидоры кладем в кипяток. Через 1-2 минуты помидоры вынимаем. Снимаем с них шкурку. Очищенные помидоры разрезаем пополам, вырезаем плодоножку и нарезаем кусочками. Все перекладываем в чашу. Помидоры измельчаем блендером до однородности. Если блендера нет, то помидоры можно натереть на терке. 350 грамм картофеля нарезаем кубиками. 1 луковицу нарезаем мелкими кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. 1 сладкий перец нарезаем небольшими брусочками. Готовим пассировку. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук и пассируем до золотистости. К луку добавляем подготовленную морковь и пассируем еще 2-3 минуты до мягкости моркови. Сюда же добавляем нарезанный сладкий перец. Готовим еще 2 минуты, периодически перемешивая.
Овощи готовы, снимаем их с огня. Бульон варится уже около 40 минут. Вынимаем готовые ребрышки на тарелку и даем им немного остыть. В бульон кладем нарезанную картошку. После закипания варим картофель примерно 5 минут. Пока варится картофель, с ребрышек снимаем мясо и нарезаем его на более мелкие кусочки. В кастрюлю к картошке наливаем приготовленный томат. Все перемешиваем и доводим до кипения. Сюда же добавляем подготовленное мясо. Насыпаем 80 грамм мелкой лапши. Перемешиваем и варим примерно 5 минут. В конце в суп добавляем приготовленную овощную пассировку. Кладем 1 лавровый лист. Все перчим по вкусу. И солим примерно половиной столовой ложки соли. Все перемешиваем. Мелко нарезаем пучок свежей петрушки. Добавляем петрушку и все перемешиваем. Даем еще раз закипеть супу и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с томатами получился очень вкусным и сытным. Готовится просто и продукты все доступные. Также такой суп можно приготовить с рисом. Ребрышки можно заменить куриным мясом или готовить без него. Так тоже будет вкусно. К супу приготовим максимально простые и очень вкусные бутерброды. Продукты доступные и готовятся они быстро. На противень раскладываем ломтики батона. Ставим в духовку, разогретую до 220 градусов. Сушим примерно 8-10 минут. Также батон можно приготовить в тостере или поджарить на сковороде. На мелкой терке трем 150 грамм сыра. Сыр можно использовать любой. Сюда же трем 2 вареных яйца. На мелкой терке трем 1 большую сырую морковь. Пучок петрушки и укропа измельчаем ножом. Можно использовать любую зелень, которая есть в наличии. Зелень кладем в миску. Добавляем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Перчим черным молотым перцем. Солим по вкусу. Заправляем майонезом и перемешиваем. Приготовленную начинку выкладываю на подсушенные ломтики батона. Этого количества начинки мне хватило на 18 бутербродов. Закуску красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды получились очень вкусными. Нежный сыр и яйца придают им насыщенность, морковка с зеленью, легкость и яркость вкуса, а чеснок завершает все пикантной ноткой. Готовятся такие бутерброды за считанные минуты и уместны в любой день. На десерт приготовим очень вкусный пирог на кефире с вареньем. Это прекрасный вариант домашней выпечки к чаю. В миску разбиваем 4 яйца. Добавляем щепотку соли. Яйца начинаем взбивать и постепенно добавляем 200 грамм сахара. Сюда же добавляем 10 грамм ванильного сахара. Взбиваем 2-3 минуты до пышной однородной массы. Ко взбитым яйцам наливаем 300 мл теплого кефира. Опять взбиваем. Добавляем 100 мл растительного масла без запаха. Перемешиваем. Вместо растительного масла можно добавить 100 грамм растопленного сливочного масла. Насыпаем примерно половину от всей муки. И добавляем 10 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем. Всего понадобится 350-400 грамм муки. Добавляем оставшуюся муку и опять перемешиваем. Муку все сразу не насыпайте, смотрите на консистенцию теста. Оно должно остаться немного текучим.
Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В подготовленную форму выливаем примерно половину теста и распределяем его по дну формы. Размер моей формы 22 на 32 см. Сверху на тесто выкладываем примерно 150 грамм варенья. У меня варенье из черной смородины, но можно взять любое. Слой с вареньем накрываем второй половиной теста. Стараемся равномерно его распределить. Готовим крошку для посыпки сверху. В мисочку насыпаем 30 грамм муки, 30 грамм сахара и добавляем 30 грамм холодного сливочного масла, нарезанного небольшими кусочками. Все быстро перетираем руками в крошку, чтобы масло не успело растопиться от тепла рук. Приготовленной крошкой посыпаем пирог сверху. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 45-50 минут. Точное время определяйте по деревянной палочке. Она должна выходить из пирога сухой. Готовый пирог достаем из духовки и оставляем остывать. Пирог на кефире с вареньем получился очень вкусный и пышный. Готовится просто и продукты самые доступные. Он прекрасно подходит для приготовления на каждый день. Обязательно его приготовьте, порадуйте себя и свою семью сладким лакомством. На ужин приготовим оладьи с зеленым луком на кефире. Блюдо бюджетное и очень вкусное. Готовится просто. Берем большой пучок зеленого лука и нарезаем его ножом. Понадобится примерно 300 грамм зеленого лука. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем примерно пол чайной ложки соли. И перчим черным молотым перцем. Все взбиваем венчиком. Сюда же наливаем 500 мл теплого кефира. Перемешиваем венчиком. Насыпаем примерно третью часть чайной ложки соды. Опять перемешиваем. Постепенно добавляем муку и замешиваем тесто. Мне для замеса понадобилось примерно 400 грамм муки. По консистенции тесто должно получиться не жидким. Оно должно медленно стекать с венчика или ложки. В самом конце в тесто добавляем нарезанный зеленый лук. Все перемешиваем. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем оладьи. Одна оладья – это примерно 1 столовая ложка теста. Жарим на среднем огне до румяности сначала с одной стороны, затем переворачиваем на другую сторону. Жарим до готовности. Готовые оладьи снимаем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Из этого количества теста у меня получилось 4 вот таких сковороды оладий. Диаметр моей сковороды 24 см. Готовое блюдо подаем на стол. Оладьи с зеленым луком получились очень вкусными и румяными. Готовятся из самых простых продуктов. Подавать их можно со сметаной или йогуртом. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно.
Также на ужин приготовим салат с пекинской капустой и огурцом. Это максимально простой и очень вкусный салат. Сначала подготовим все ингредиенты. Нарезаем полкочана пекинской капусты. Для салата понадобится примерно 250-300 грамм капусты. Один длинный огурец нарезаем сначала пластинками, а затем кубиками. Измельчаем небольшой пучок зеленого лука. Три вареных яйца нарезаем кубиками. В миску кладем пекинскую капусту, нарезанный огурец, подготовленные яйца и зеленый лук. Салат немного солим и перчим черным молотым перцем. Заправляем салат 2-3 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Также такой салат можно заправить сметаной или несладким густым йогуртом. Готовый салат перекладываем в салатник и подаем на стол. Салат из пекинской капусты с огурцом получился очень вкусным и легким. Он отлично подходит ко всем блюдам. Готовится просто и быстро.